Я убью тебя. Слышишь? Убьешь — посадят. Не глупи. Ну, пойдешь грузчиком. Хочешь, устрою на базе, когда заберу ее у тебя. Даже у меня руки чесались придушить этого Максима. Не знаю, как удержался Дмитрий. Я решила вернуться к автобусу только тогда, когда убедилась, что шаги мужчин остались далеко впереди. Но даже тогда пробиралась, крадучись, как вор. Вот ты где? Я уже волноваться начала. Я тут рассказываю о вашей идее провести соревнования по стрельбе из луков или арбалетов. Марта с Максимом завтра со мной идут тренироваться. Тебе же понравилось сегодня? Да, только стрелок из меня не очень. Улыбнулась я, вглядываясь в лицо Максима. Это ж сколько секретов вокруг одного человека. И с Дмитрием он знаком. Делают вид, что здесь познакомились. Зачем? И с Натальей он ходил учиться. Зачем скрывать, что уже умеешь стрелять из арбалета? Мы тоже запишемся. Только придумаем, с кем оставить детей. Присоединилась к нашей компании Людмила. Можем заниматься в разное время и сидеть с детьми по очереди. Предложил ее муж. Например, ты ближе к обеду с Марго, а я запишусь на утро. Вы же утром учитесь, Дим. Да. Рад, что вдохновил столько людей. Сказал Дима, по его лицу все еще пробегали тени печали и злости. Думаю, участников станет больше, если добавить объявление на стенде. Мы только не придумали приз. Не определились с местом и временем, добавила я. Я готов выделить 20 тысяч рублей в качестве главного приза. Максим светился благодушием. Щедро. Проговорила Марго. Она подняла стаканчик с чаем, будто чокаясь шампанским. Пробежка на следующее утро далась мне немного легче. К моему приходу Дмитрий с Романом уже держали свое оружие в руках, о чем-то болтали. Дима курил. «Доброе утро!» – улыбнулась я им. «Я быстро. Захвачу свой арбалет и вернусь». Сегодня я попадала чаще. Дмитрий почти не промахивался мимо мишени, а вот Ромео был безнадежен. Он почти не попадал не то что в десятку, даже в мишень. Анечка, мне так стыдно перед вами. «Почему?» – удивилась я. Ну как же, я как мужчина обязан добывать дичь и защищать женщину от разбойников. А с такой меткостью, похоже, защищать будете меня вы? Улыбнулся он. «Но, может, вы хорошо деретесь на кулаках?» Осмотрев его худощавую фигуру, пришла к выводу, что в драках он, скорее всего, еще менее успешен, чем в стрельбе. «Но ведь защита – это не единственное достоинство мужчин. Уверена, у вас множество талантов», – утешила я его. Вы крайне добры. Улыбка Ромео была загадочной, хотя скорее несколько хищной. Марго с напарниками повезло больше. Максим молча выбивал все мишени, за редким исключением не попадая в десятку. Я начинаю подозревать, что вы пожертвовали денежный приз не из щедрости, а лишь потому, что уверены в своей победе. Проговорила Маргарита. Я, если за что-то берусь, девочка, обязательно стараюсь быть в этом лучшим. Марта стреляла мало, у нее довольно быстро затекли руки, но, как ни странно, ее стрелы ни разу не пролетели мимо мишени. Людмила красовалась, она долго прицеливалась, скорее подбирая красивую позу, чем ту, что удобно для стрельбы. И все же умудрялась попасть в круг мишени. Успехами и промахами мы делились за общим ужином, за ним же обсуждали условия будущего состязания. Мы решили разбить состязание на 2 дня. В первый день соревнуются команды по 3 человека на площадке для тренировок. Марта отказалась участвовать, она станет судьей вместе с нашим тренером. 20 мишеней, каждому участнику по 20 стрел. Победившая тройка по сумме баллов выходит во второй тур, который проводим в лесу. Тренер обещал организовать 10 мишеней. Часть из них будет двигаться, а часть установлена стационарно. Парочку даже постараются спрятать. И чтобы усложнить задачу, каждому участнику во втором туре выдается 10 стрел, то есть всего одна попытка на одну мишень. Удовлетворенные тем, что пришли к общему мнению, решили отправиться спать. Я же взглянула на стойку регистрации, сделать запись об объявленном состязании. Внесла объявление о проведении конкурса красивыми крупными буквами с указанием суммы приза и даты проведения. И уже готова была направиться к себе, как услышала тихий плач. Заглянула за стойку регистрации, обнаружила там девушку, что сидела на полу и тихо рыдала. «Вам помочь?» – спросила я. «Нет», – подняла она на меня заплаканные глаза и замолчала. «Может, позвать кого-нибудь?» «Нет, не говорите никому, пожалуйста». Она поднялась с пола, вытерла заплаканные глаза и уже улыбалась новому посетителю, будто и не было ничего. «До свидания», – сказала я, на душе сделалось неспокойно. Утро привычно встретило пробежкой и стрельбой, правда на этот раз накрапывал дождь.
отчего воздух наполнился свежестью и запахом мокрой травы. За обедом мы вновь сидели за общим столом и делились впечатлениями и планами. Я решила записаться на курсы по дыханию. Завтра в 7:30 утра. Я с тобой. Интересно, чему там могут научить. Поддержал меня Дмитрий. Вы маньяки. Сделала страшные глаза Марго. Мы же в отпуске. Такая возможность выспаться. Как можно подниматься добровольно в такую рань, да еще и ради того, чтобы вам говорили «дышите»? Не дышите. Я и так по выходным только и делаю, что бока отлеживаю перед телевизором. А здесь 2 недели другой жизни. И знаешь, мне она все больше нравится. Сказала я уверенная в своих ощущениях. Узнай у них по вакансиям. Может, будешь возить туристов за грибами и жить в одном из домиков в лесу. Закатила глаза Маргарита. Если бы не курсы по стрельбе, умерла бы от скуки. Подумай над твоим предложением. Но мне кажется, жизнь отшельника мне нравится только в краткосрочном периоде. Через пару месяцев и я завою от тоски. Подмигнула я ей. В списке развлечений нашего отеля есть еще пейнтбол, игра в мафию, соревнования по прыжкам в мешке, поход за орехами, посещение пасеки. А также можно научиться доить коров. Дегустация местных вин. Все прелести сельской жизни. Я, пожалуй, участвую во всем, кроме фермы с коровами. Раз уж мы решили пожить и другой жизнью, нужно испробовать ее сполна. Единственное, завтра я намерен отправиться в коридор проверить почту. В остальные дни я с вами. Возьми меня с собой. Проверю звонки и электронку. Хорошо. Тогда сразу после стрельбища? Единственное, можешь на 1 день поменяться местами с Анет, чтобы мы могли выехать утром. Анет? Марго перевела взгляд на меня. Если ты готова ради интернета совершить подвиг и встать в 8 утра, как я могу отказать? Улыбнулась я в ответ. А когда дегустация вин? Написано по мере набора групп. А давайте попробую узнать, могут ли они провести ее для нас сегодня. Я узнаю и напишу объявление на доске, кивнула в ответ. Чувствую себя старостой группы, но эта новая для меня роль стала неожиданно приятной. Глава 16, день 6. Утром мы отправились на первое занятие по дыханию. Нас усадили на траву, предварительно выдав коврик. Попросили занять удобное положение, предпочтительно в позе лотоса, втянуть полной грудью запах свежего лесного воздуха и медленно выпустить через нос, освобождая мысли от лишней суеты. И я бы насладилась уроками тишиной, если бы Дмитрий уже через 3 минуты не начал ерзать на своем коврике, меняя позу. У него быстро затекли ноги, а затем корчить рожица мне от скуки. Его присутствие и стремление двигаться вперед не давало расслабиться. Через 5 минут я начала замерзать без движения. Пение птиц не казались столь расслабляющими, и к своему стыду стала строить рожица в ответ. «Больше не возьму тебя на урок», – проворчала я. Ты правда повторишь этот подвиг? Это же скучно. Йога и умение правильно дышать восстанавливают душевное равновесие. Ну, во-первых, мы не занимались йогой. Нас просто просили прислушаться к себе и дышать. Я, если честно, могу подышать, пока вот с тобой гуляю. Да и сидеть на мокрой холодной траве, пусть и подстилая коврик, верный путь к простуде. А во-вторых, ты не выглядишь человеком, которому нужно вернуть душевное равновесие. Более спокойного и выдержанного человека я в жизни не встречал. До приезда в это место готова была покончить с собой, призналась я. Мне жизнь казалась пустой, пресной. Знаешь, от настроения никто меня не любит, никто не поцелует. А здесь будто подменили. Жить хочется. Клин клином? Тоскливое место прогнало тоску? Слушай, если вдруг вновь появится то самое настроение, я готов помочь, правда. И я не только целуюсь хорошо. Поверь мне. Подмигнула мне. Иди уже, а то на занятия опоздаешь. Вы, кстати, с Маргой вечером вернетесь? Или останетесь в коридоре до утра? А что? У нее тоже наблюдается то самое настроение. Шучу. Вернемся, конечно. Тем более обещали, что примем участие в дегустации вин. На тренировке по стрельбе я чувствовала напряжение между участниками. Мне казалось, что Людмила флиртует с Максимом, Марта ревнует, но не делает замечания. А Максим неожиданно стал заигрывать со мной, чтобы позлить обеих. «Анна, вы неправильно держите арбалет. Давайте помогу. И он обнял меня со спины, прошептав мне на ухо. Подыграйте мне». «Уберите руки», – тихо прошипела я. «Я не планирую превратиться в мишень для стрельбы, а с вашими поклонницами этот исход вполне вероятен». В общем, еле дождалась окончания занятий, и как Марго выдерживает их. А после обеда меня ждал сюрприз. В моем домике обнаружилась Наталья. «Я уж думала, ты не приедешь», – удивилась я. Ну что ты... Я же обещала.
— ответила она, распаковывая чемодан. А у вас тут активная социальная жизнь, я смотрю. Вся доска для посланий исписана. Не скучаем. Пойдешь с нами на дегустацию сегодня? Конечно. Скажи мне, а симпатичные есть? У нас всего один холостой мужчина, познакомлю вечером. Замечательно. Значит, нужно принарядиться. Как ты? Каждый день благодарю тебя, что посоветовала это место. Знала, что тебе понравится. Слушай, Она присела на кровать. а что это за соревнования на арбалетах? Я пересказала условия и предысторию, но упомянула, что команда, к сожалению, уже сформирована. Завтра найду добровольцев. Когда это мне отказывали мужчины. А уж тем более, если есть возможность выиграть приз и утереть нос конкурентам. Ну что, пошли гулять и менять выхлопные газы на кислород в наших легких. Спасибо, что согласился взять меня с собой. Марго краснела и теребила ремень безопасности. Не за что. Даже рад, что ты напросилась. Одному ехать довольно скучно. Тем более наш транспорт не позволяет гонять по пустынным дорогам. Дмитрий ободряюще улыбнулся, чувствуя непривычную для Марго неловкость. Чем занимаешься там за стенами, когда не помогаешь грабить банки? Я художник. Правда, мои картины не покупают. Поэтому подрабатываю декоратором. А ты? У меня транспортная компания. Правда, автомобили в лизинге, а база заложена. Но я верю, что однажды избавлюсь от бремени долгов. А я эту веру давно потеряла. Но не будем о грустном. Ты не хочешь сбежать из этой дыры? Ты меня удивляешь, Марго. Разве как художник ты не должна черпать вдохновение в этой палитре красок, пропадать на берегу реки с мольбертом и пахнуть красками и растворителем? Я рисую людей. А здесь, как ты заметил, их не так много. Готов пожертвовать собой и позировать тебе обнаженным. Представь, я буду стоять у дерева, в руках арбалет, в зубах стрела. Пожалуй, воспользуюсь твоим предложением. Оденем еще венок из ромашек, и будешь у нас красавцем Купидоном. Но не станет ли ревновать Анет? Я свободный мужчина. С Анет у нас команда по стрельбе и ни одного поцелуя. Не то чтобы я против отношений с ней, но поверь, ничто не мешает мне побыть Купидоном. Марго любовалась чертами его лица, рельефом мышц, мысленно раздевая его, прорабатывая фон, подбирая краски. Если ты не прекратишь меня рассматривать, то мы не доедем до коридора. Прости, это профессиональное. Вот умеешь обидеть. Пробурчал он, но все же улыбнулся. Хотел спросить, только не подумай ничего такого. Мне показалось, что ты крутишься вокруг Максима, на правах твоей будущей музы. Хотелось бы уточнить, насколько опасен для меня этот старикашка как конкурент. Марго сжалась и отвернулась к окну. Повисла неловкая пауза. Ой, смотри, там заяц. Можешь притормозить? Дмитрий бесшумно съехал на обочину, опустив стекло. Маргарита высунула голову, чтобы лучше рассмотреть животное. Дмитрий же изучал ее лицо, а не зайца. Он бабник и старый для тебя. Тихо заметил он. Марго вернулась на сиденье и посмотрела на Дмитрия. Я расскажу тебе кое-что, но обещай, что это останется между нами. Попросила она, сминая небольшую сумочку в своих пальцах. Я знаешь, как люблю хранить женские секреты? Он взял ее руки в свои, чтобы успокоить, настроить откровенный разговор. Рассказывай. Он тебе снится? Мечтаешь услышать его храп на второй половинке кровати? Размышляешь, как удобнее избавиться от его жены? Обещаю, что помогу закопать ее труп, чтобы ты с ней не сделала. Да нет же, Максим мой отец. Что? Вскрикнул удивленно Дмитрий, чем спугнул зайца. Тот со слышимым треском в пару прыжков скрылся в лесу. Максим же вроде бы не настолько старый. Им было по 17, когда моя мама забеременела. Максим и его родители настаивали на аборте, а родители моей мамы на аресте Максима за совращение малолетней. Только мама плохо переносила беременность. Врачи сообщили, что ей нельзя нервничать, а аборт делать поздно. В общем, бабушка просто увезла маму в другой город, суд замяли, а отец благополучно забыл об инциденте. Мне всегда было любопытно узнать, какой он мой настоящий отец, в чем мы с ним похожи, понимаешь? Я выяснила, где он живет, работает и случайно узнала, что он собирается сюда. Я подумала, что это мой шанс — понаблюдать со стороны. Да ты богатая наследница. Теперь я точно обязан тебя соблазнить. Не говори глупостей. Я не собираюсь признаваться, что являюсь его дочерью. Не нужны мне его деньги. Неправда. Ты мне вот несколько минут назад про долги рассказывала. Очень даже нужны.
А мы в ресторане слышали, что он детей хочет. А здесь даже с воспитанием и бессонными ночами заморачиваться не нужно. Вот она, прекрасная взрослая дочь. Думаю, ничего не мешает тебе просто обрадовать его новостью, что он не одинок в этом мире. Она пожала плечами. Давай, он оставит тебе наследство. Я на тебе женюсь и решу свои проблемы. Хотя нет, не успею все равно. Придется жениться на тебе без наследства. Ее глаза расширились, и она потихоньку потянула свои руки, вытаскивая их из ладони Дмитрия. Но поцеловать-то мне тебя можно? Ну, разочек. И он наклонился к ее лицу. Марго вжалась в автомобильное кресло, зажмурила глаза. Дмитрий поцеловал ее в кончик носа, вернулся на свое место и завел двигатель. Эй, трусишка. Ну разве я похож на маньяка или насильника? Он поехал вперед, насвистывая какую-то мелодию. Мне уже чуточку жаль. Открыла она глаза и расслабилась. Вечер начался с дегустации. Подавали вино за длинным столом, установленным на открытом воздухе. Нам дали попробовать вино из местного дикого винограда, затем достали из запасов белое и красное, завершили пробами запасов коньяка. И поскольку дегустировали мы хоть и малыми дозами, но до ужина, довольно быстро стали немного захмелевшими и веселыми. Я познакомила Наталью с нашей компанией. Подруга довольно быстро переключилась на флирт с Димой. Марго при этом заметно расстраивалась. Максим подливал масло в огонь, расписывая достоинства моей подруги, попутно вызывая ревность Людмилы и Марты. Ромео, пытаясь притянуть хоть немного внимания на себя, старался шутить, но, к сожалению, его юмор никто не оценил. Я же, как в кинотеатре, сидела в первом ряду, наблюдая за событиями, наслаждаясь вином. А давайте как в летнем лагере страшилки рассказывать. На улице стемнело. Костра, правда, не хватает. Предложила моя подруга. Нет, будем открывать страшные тайны. Прошептала она заговорческим тоном. Мой отец не знает о моем существовании. Произнесла Маргарита, поднимая бокал и рассматривая его в свете уличных фонарей. Дмитрий поднял бутылку, предлагая добавить, и подлил красного в ее бокал. Тайна, конечно, но является ли она страшной? Поморщила носик Наталья. В этот момент я ее слегка ненавидела. Вот зачем она так? Дима, а у вас есть тайна? Она придала голосу сексуальности и загадочности. Да, я ищу способ разорить моего кредитора. Он поставил бокал и посмотрел в глаза Максиму, выдерживая битву взглядов. А у тебя, Максим? Передал он эстафету. За этим столом сидит моя любовница. Не отрывая взгляда от глаз Дмитрия, произнес он. Брови Дарков слегка приподнялись в удивлении. Он приглянулся со мной. Думаю, так же, как и я, он припомнил снимок с моей подругой. Ну все, с меня хватит. Подскочила Марта, бросая салфетку на стол и с шумом отодвигая свой пластиковый стул. Спокойной всем ночи. Она направилась к своему домику, и только гордость не давала перейти на бег. «Думаю, нам всем пора спать», — произнесла я. «Или ты хочешь рассказать о своей тайне?» — перевела я взгляд на подругу. Что ты... Мои тайны меркнут по сравнению с оглашенными. Наталья переводила задумчивый взгляд с Максима на Дмитрия. Иди. Я еще немного посижу. Ромео с Людмилой ушли вслед за мной, а за столиком остались сидеть Дмитрий, Маргарита, Максим и Наталья. Глава 19. День 7. Занятия по дыханию отменили из проливного дождя, а вот стрельбу нет. Я мерзла в горном одиночестве, холодные капли бежали по лицу, превращая мои волосы в мокрые дорожки. Разгоряченное дыхание превращалось в облако пара. Внимание тренера сосредоточено лишь на мне, не позволяя расслабиться ни на минуту. Он гонял меня по площади, я должна была бегать между мишенями до команды. Затем звучало от тренера «Стреляй!» и я стреляла в мишень, которая располагалась на любом расстоянии от меня. В итоге многие руки тряслись от напряжения, кроссовки превратились в сплошной комок грязи, волосы в дорожке дождя, но у меня получалось заметно лучше, потому вместо дискомфорта я ощущала эйфорию и счастье, и жалела, что время тренировки так быстро подошло к завершению. Ты, Анечка, умничка, когда вернешься к своей скучной размеренной жизни, не бросай тренировки. «Я постараюсь, спасибо вам», — поблагодарила я его, мечтая о теплом душе. Я направилась в свой домик, поскорее снять с себя мокрые вещи, закутаться в теплое одеяло и выпить горячего чая. «Как долго вы вчера сидели?» — спросила я сонную Наталью. Мы под утро только разошлись. Потянулась она. Как же мне не хочется вставать. «Поспи, тем более за окном ливень стеной». Не могу. Мне нужно потренироваться в стрельбе. Завтра экзамен на допуск. Она поднялась, лениво собирая вещи. Захватила полотенце и удалилась в ванну.
Ты успела собрать команду? Искренне удивилась я. Ты ведь только приехала. И я не знала, что ты умеешь стрелять из арбалета. Мы поменялись с Марго вчера. Она сдает экзамен, но не принимает участие в соревновании. Прокричала подруга из ванны. А я увлеклась стрельбой еще в институте. Просто об этом мало кто знает. Выглянула она ненадолго из дверей, чтобы снова уйти. В ванной комнате послышался шум воды. Я рассматривала капли на стекле и в который раз поражалась, насколько быстро меняются события в этом тихом, на первый взгляд, месте. Глава 20. День 8. Допуск. Я снова пропустила занятия по дыханию и отменила для себя пробежку, поскольку сегодня ответственный день. Мы должны получить допуск перед соревнованиями. Все участники выстроились перед тренером, как маленькая армия. Правда, солдаты зазевали через одного и одеты в спортивные штаны. Дорогие ученики, Произнес тренер, пробегая взглядом по нашим лицам. сегодня вы должны показать, чему успели научиться за это короткое время. Помните, сегодня вы должны показать, что умеете не только попадать в цель, но и держать себя в руках, обращаться с оружием с нежностью и осмотрительностью. Моя задача сегодня оценить не то, насколько вы способны поразить мишень, а насколько вы безопасны для окружающих вас людей. Немного об условиях. Думаю, многие из вас играли в детстве в приставку, стреляя в бандитов. В игре появлялись таблички, которые поворачивались лицевой стороной на короткое время. Если вместо бандита нарисован мирный житель, то стрелять по нему нельзя. У вас будет такая же задача. Поднимается табличка. Если изображен бандит или животное, стреляете. Если мирный житель, пропускаете мишень. Все понятно? Кто начнет первым? Тренер обвел наше сонное войско внимательным взглядом. Давайте я. Вызвалась Людмила. Мне детей одних оставлять надолго нельзя. Хорошо. Проходите на площадку. Остальные в помещение. Как только мы поднялись на второй этаж и прилипли к окнам, неожиданно поднялся металлический забор, отрезая Людмилу от нас, оставляя ее в квадрате глухого высокого забора. Перед ней, как на карусели, стали выезжать белые мишени. В первую она выпустила стрелу и, как оказалось, поторопилась, потому что мишени стали одна за другой поворачиваться к нам лицом и со скрежетом возвращаться в исходное положение. Итог следующих пары минут: 2 бандита, 1 женщина с ребенком, 3 стрелы мимо. Неожиданно за ее спиной раздался хлопок. Она развернулась и выстрелила в воздух. Теперь мы осознали, зачем необходимо было поднимать преграду, о существовании которой мы не догадывались. Мишени замерли. Забор стал возвращаться на место. Людмила вытерла пот со лба. Простите, но я не могу вас допустить. Протянул тренер руку к арбалету. Вам еще, к сожалению, рано. Людмила хотела возмутиться, но решила посмотреть, как справляются с этим заданием остальные участники, прежде чем предъявить свои претензии. Следующим на площадку вышел Максим. Наблюдая за прохождением испытания, им было одно удовольствие. Он пригибался, если на него летело нечто на веревке, оглядывался, если за спиной звучал хлопок, выстрел. Выбил все мишени с бандитами, ни разу не выстрелил в мирного, а под конец под ним закачалась платформа, выглядело ужасно, будто землетрясение, но и в этих условиях он сумел отскочить и выстрелить в бандита, что появился перед ним. Думаю, уговаривать вас допустить меня до соревнований нет смысла. У меня в любом случае против такого соперника ни единого шанса на победу. Я домой. Всем удачи. Произнесла Людмила. Людмила расстроилась, а мы были так впечатлены достижениями Максима, что не решались отправиться на площадку. Давайте я. Вызвалась Наталья. Она сегодня была самой загляденье. Черная форма обтягивала, как вторая кожа, красиво очерчивая силуэт. Черные очки и волосы убраны, так что их, казалось, приклеили одна к одной, чтобы, не дай бог, не выбиться из прически. В целом, ее смело можно было снимать в роли агента 007. Наталья не стреляла ни в одно животное. Похоже, она не смогла навредить, пусть и нарисованным. Убила 2 бандитов из 5 на качающейся платформе, не стал стрелять даже в бандита. Удержалась от выстрела, когда шумела рядом, и ее допустили к соревнованиям. Теперь, когда мы видели все ловушки и были к ним готовы, также стало понятно, что основная задача — удержаться от необдуманных выстрелов, а не выбить всех бандитов. Стало легче, и нервозность ушла. Может, завтра устроим соревнования девочек против мальчиков? Предложила Марго. И заранее сдаться в таком случае. Ответила на это предложение Наталья. Мы сдавали оружие, аккуратно передавая арбалет и стрелы инструктору. Андрей, мы, кстати, хотим отметить вечером допуск к горячим глинтвейнам или грогам. В мафию поиграем?
Не желаете присоединиться? Наталья улыбнулась тренеру. Я постараюсь. Спасибо за предложение. Мы вышли на улицу, собираясь расходиться. Наташ, но ведь даже если мы останемся в своих командах, у нас против мужчин нет шансов. Вернулась к теме Маргарита. Хорошо, давайте обсудим. Кто за то, чтобы поменять Анну с Максимом местами в командах? Завтра в таком случае соревнование будет скорее дружеской встречей, поскольку исход ее очевиден. Подняла она руки. Я за. Первым принял предложение Максим, рассматривая Дмитрия с Романом с ухмылкой. «Я не против поменяться, если моя команда за», — согласилась неохотно я. А я так надеялся, что ты поможешь нам выбить Максима из участников на первом круге соревнований. Посетовал Роман. Но с другой стороны, выдержит ли Анна в лесу одна? В конце концов, и опытные охотники могут заблудиться, а тут девушка молодая. Возможно, действительно есть смысл поменять состав. Анна, не обижайся, у тебя есть потенциал. Тем не менее, ты уступаешь нам с Романом. Соревнования во втором круге с Максимом и правда более честные. Да что ж вы так сразу списываете нас со счетов? Возмутилась Наталья, скрестив руки у груди. Мужчины, не сговариваясь, посмотрели на Маргариту, а затем мы все перевели взгляд на Максима. Ладно, мы потренируемся. Вернемся в этот отель в другой раз и обязательно отыграемся. Подняла подбородок Наталья, пронзая меня с Марго взглядом. Максим, Марту захватишь сегодня вечером на игру? Спрошу у нее. Но в последнее время ее настроение так меняется, что ничего не обещаю. Глава 21. День 9. Первый тур соревнований. Следующим утром пошел дождь. Он был холодным, пронизывающим, усложнял и без того нелегкую задачу. Задание не слишком отличалось от проверки на допуск. Так же, как и предыдущий день, запускали по одному, поднимали ограждение, и по площадке кружили мишени, бандиты, мирные звери. Только теперь у нас было ограниченное число стрел. Пропускать мишени с животными из благородства – верный путь к проигрышу. Мы имели право перемещаться по площадке. И кроме того, каждый раз, когда мы не успевали убить бандита, нас летел теннисный мячик. Боже, я не только мокрая, грязная, уставшая. Я теперь вся в синяках. Делилась с нами впечатлениями Марго. Да, если начнется война, мне не выжить. В случае военных действий держись рядом с нами. Подвинул он Маргарите и отправился на свое сражение. Он отстреливает летящие в него шарики. С восторгом произнесла Марго. «А что, так можно было?» Прилипли к окну. Это означает, что он промахнулся в мишень, чему вы радуетесь. Стукнул Максим кулаком по стене возле окна. Хотелось бы напомнить, что мы в противоположной команде и вполне можем радоваться вашему промаху. Но согласна с девочками. Это было красиво. Ожидаемо победила команда мужчин. Они ходили гордые, расправив плечи. Марго растирала зудящие синяки. У меня, к счастью, было всего 3 промаха, а Наталье удалось уклониться от летящих в нее шаров, потому она страдала только от холода. Мы были мокрые насквозь. Ну что, победители, жарим сегодня шашлыки? Тем более на кухне обещали нам выдать грибы. Заманивала нас Наталья. Я сопьюсь с вами. Да, и моя Людмила до сих пор обижается, что ее единственную отсеяли на допуске. Жаловался Роман. Но может она порадоваться за тебя, и пить не обязательно. Маргарита поддержала Наталью, но чихнула при этом. Оу, у нас первые пострадавшие от проливного дождя. Быстро все по своим домикам. Переодеваться. Собираемся в ресторане вечером, и, надеюсь, погода порадует нас прекращением дождя. Глава 22. День 10. Второй день соревнований. Мы решили немного усложнить соревнования. Кроме количества выбитых мишеней, у вас будет условие и на скорость. Таким образом, тот, кто первым вернется на поляну, получит дополнительное очко, которое может стать решающим в поединке. Кроме того, на площадку вы входите одновременно. Максим, ты идешь на север. Это твой маршрут с указанием мишеней. Тренер протянул карту участнику. Максим подошел к тренеру, нахмурил лоб, будто его что-то беспокоило. В целом наша компания впервые видела его таким сосредоточенным. Дмитрий, ты идешь на юг. Обратился тренер к следующему участнику. Дмитрий забрал лист с намеченными мишенями и поправил сползающий с плеча рюкзак. Роман, твое направление восток. Роман быстрым шагом подошел за своей картой местности. Ну что, готовы к соревнованию? Еще раз проверьте оружие, осмотрите стрелы, проверьте зарядку рации. В рюкзаке должен быть нож сигнальной ракеты, вода, спички, консервы. Обратите внимание, до первой мишени 2 километра.
Достаточно, чтобы разойтись друг от друга и от поляны, где мы будем вас ждать. Хочу напомнить, что в лесу могут быть дикие звери. Если вы почувствуете опасность или заблудитесь, воспользуйтесь рацией или сигнальной ракетой. Ну что же, если все понятно, удачи вам. Ждем вашего возвращения. Подождите, Андрей, какие дикие звери? Догнала Марта инструктора, взяв его под руку. Они на нас могут напасть? Непонятно, чего ее в голосе слышалось больше – возмущения или страха. Конечно, мы же выехали за охранное ограждение сердца, но не беспокойтесь. Мы включим музыку, шум отпугнет и тигров, и медведей. Похлопал он ее по ладони, что впивалась в его руку. Надолго мы здесь? Она слегка расслабила пальцы, но не убрала. Лоб же остался нахмуренным, глаза сканировали лес вокруг, плечи слегка сжаты и ссутулены. Думаю, до вечера. Но можете вернуться на своей машине пораньше. Не хотите узнать, кто победит? Его голос был мягким и ласкающим, морщинки на лбу свидетельствовали о том, что человек часто улыбается. Она подняла на него глаза и подумала, что здесь, среди волков и медведей, но рядом с этим уверенным в своих словах человеке, ей спокойнее, чем в одиночестве на территории сердца, пусть и обнесенной заграждением. Мы решили развестись с мужем, потому я, пожалуй, могу остаться, болеть за Дмитрия. Я помогу накрыть на стол. Она расслабилась и выпустила его руку. Думаю, сразу медведи на меня охоту не откроют. Марта, и вы обещали помочь с судейством. Напомнил он, устанавливая мангал. Попадание в мишень регистрируется датчиком. Вы видите его на своем мониторе. Как, кстати, вы этого добились, если нет интернета? Я просто к тому, что вам моя помощь не нужна. Она слегка повела плечом. После долгой работы за компьютером это вошло в привычку. У вас наверняка машина открывается с брелока. Ведь так? Но для этого совершенно не нужен интернет. И вы не правы. Мне нужна помощь. Я могу пропустить время загорания лампочки, сигнализирующей о том, что мишень выбита. Ладно, уговорили. Сдалась она, улыбка делала ее красивой. Марта преображалась на наших глазах. Мы с девочками в это время раскладывали на столе овощи, знакомясь с небольшой группой, что решила присоединиться к нам. Их было 4. 2 молодых человек и 2 девушки, что заехали пару дней назад. Они уже уговаривали тренера провести нечто подобное и для них. А пока знакомились между собой, Людмилы с нами сегодня не было, она решила остаться в сердце с детьми. Запах дыма от мангала мягко окутывал, впитываясь в кожу и одежду. Многие избегают его и считают недостатком выезда на природу. Я же люблю, и меня не раздражает аромат, что пропитывает волосы и джинсы. Я подошла ближе, рассматривая горящие угли, наслаждаясь их треском и пощелкиванием. Что желает прекрасная леди? Вино? Чай? Подошел ко мне Костя. Молодой человек никак не мог определиться, кто же из девушек ему больше нравится. То ли выбор был слишком велик, то ли рыбачил на удачу, закидывая удочку каждый из нас. А возможно, он бабник и любимчик женщин по жизни. Чай, бутерброд с колбасой и помидорами. А еще просто хлеб. Вы любите жарить хлеб над костром? Он был красив, но не в моем вкусе. Вот иногда видишь мужчину, его статную осанку, высокий рост, но какие-нибудь рыжие кучеряшки, что обрамляют пухлые щеки, убеждают тебя, что нет, этот мужчина никогда не займет место в твоем сердце. Потому как сердце это чаще всего проскальзывают такие брюнеты, голубоглазые, как Дмитрий, а те, в свою очередь, как правило, быстро переключаются на таких ухоженных брюнеток, как моя подруга. Люблю. Сейчас принесу. И добуду пару веток, на которых будем их жарить. Оу, на тебя запал мистер Кучеряшка? Подошла ко мне Наталья, протягивая пальцы к огню, ее длинные ногти покрыты красным лаком. Думаю, он еще не определился с выбором, а вот его друг явно решил завоевать сердце нашей Марго. Катя с Олей явно потеряли своих кавалеров. «Ну что ты, мы оставим им Кучеряшку», — шепотом произнесла я. А вот и я. Все, как пожелала моя королева. Бутерброд, чай и ветки. Он радостно протянул мне стакан горячего напитка, оставив тарелку с бутербродами в своей руке, пытаясь найти, куда бы пристроить. Аня, ты теперь закусываешь ветками? С каких это пор ты стала вегетарианкой? Схватилась театрально за сердце подруга. «Мы хлеб будем жарить. Хочешь с нами?» — улыбнулась я ей, вытягивая ветку из пальцев ухажера. Пожалуй, оставлю вас наедине и дождусь шашлыков. Но остаться одним нам было не суждено. К нам присоединились Маргарита с Антоном. Парню девушка действительно понравилась, это было заметно по его неловким движениям, комплиментам невпопад, попытка накинуть свою куртку на ее плечи, защищая от легкого прохладного ветерка. Марко же тяготилась его вниманием, но старалась не обидеть молодого человека. Можно и мне кусочек? Улыбнулась она, протягивая руку за хлебом. Ее пальцы были украшены кольцами, они были серебряными, нестандартными, переплетенные линии и завитки. Красиво, обратила я на них внимание.
Я нарисовала для них эскиз. Хочешь, и для тебя что-нибудь придумаю, когда вернемся из отпуска? Это мое хобби. Почему не профессия? Очень красиво, удивилась я. Но она лишь пожала плечами, выискивая глазами свободный шампур. Костя пожертвовал ей свою ветку с уже поджаренными кусочками. Мы с Антоном сейчас вернемся, захватим еще хлеба. Он утащил друга за собой. Как же хорошо без него. Вздохнула от облегчения Марго. Совсем не нравится? Почему просто не скажешь ему прямо? Уточнила я. Мой кусочек еще был горячим, потому я пыталась его остудить. Так здесь совсем скучно станет. Но, если честно, я, похоже, влюбилась в Дмитрия. Только он переключился на твою подругу. Завидую я таким женщинам, как она. Как легко они вертят мужчинами. Не завидуй. Их часто выбирают для курортного романа или оставляют в любовницах при жене, и они так же, как и мы, плачут в подушку. Думаешь? Она пригляделась к Наталье. Знаю. Красная лампочка, сигнализирующая о том, что мишень выбита, замигала уже после того, как первая партия шашлыков была съедена. Мы успели слегка забыть об основной цели, ради которой выехали в лес. Марта, ваш муж сбил первую мишень. Обратил наше внимание на мигающее табло инструктора. Да, нужно отметить время. Марта подошла к доске и занесла запись белым мелом. Отряхивая руки, она гипнотизировала эту красную точку, и ни тени радости не было на ее лице. «Смотрите, Роман почти не отстает!» — вскрикнула я, замечая новую красную лампочку. Все головы были повернуты в сторону табло. «Может, сделаем ставки?» — предложил Антон. «Ставлю на Максима 500 рублей». На Дмитрия? — ответила Марго, доставая купюру. Они, не сговариваясь, отдали деньги Марте, что стояла у доски. Ей ничего не оставалось, как добавить новые колонки с отметками ставок. «На Романа», — поставила я. Ставок не сделали лишь Марго и тренер. Довольно продолжительное время лампочки не мигали, и мы понемногу разбились по парам, прогуливаясь, знакомясь или просто болтая. Марта, Получил тренер возможность остаться с женщиной наедине. Да. Она наблюдала, как мужчина аккуратно нанизывает мясо на шампур. От ее помощи он отказался. только не обижайтесь, пожалуйста. Вы понравились мне с первой минуты, как я вас увидел. Он избегал ее взгляда, сосредоточенно разглядывая лук, что кольцами ложился на шампур. Я не решался ухаживать за вами, поскольку вы были с мужем. Но теперь, когда вы сообщили о возможном разводе, могу ли я пригласить вас на скромный ужин? Решился поднять глаза, голова была при этом по-прежнему опущена. С одним условием. Каким... Ужин состоится уже сегодня. Она сложила руки на груди, бросая ему вызов. Мы вернемся поздно. Я не успею ничего приготовить. Вы устанете и, скорее всего, пожелаете отправиться спать. Да и ваш муж, нужно признать, стреляет из этой троицы лучше всех. Наверняка он предложит отметить победу. Андрей, мы захватим немного готовых шашлыков. С вас только вино и приятная беседа. Оставьте за мной право передумать, о чем я сообщу вам вечером. Но пригласите меня уже сегодня. Вы не представляете, насколько я не хочу отмечать очередную победу своего мужа. Я буду счастлив видеть вас в моем доме в любой день и, конечно, сегодня. Глава 23. Максим. Максим преодолел свои первые 2 километра довольно быстро, сказалась привычка. Первая мишень поражена, но голова болела жутко. Пора завязывать пить, возраст берет свое. Хотя ему казалось, он не так много выпил. Во всяком случае, не больше обычного. Хотя нет, в этом отпуске они выпивают почти каждый день. То дегустация, то горячий грог, то вот шашлыки вчера под коньяк. Да еще погода эта. Хотелось согреться, и к коньяку потянулся даже Роман, который собирался воздержаться ради соревнования. Жарко. Он расстегнул ветровку. Где же эта чертова мишень? Ему казалось, он ходит по кругу часами, путаясь в кустарнике. Голова кружилась. Вот, кажется, это вторая. Высоко. Ветки мешают. Нужно сосредоточиться. Как тошнит. Нужно завязывать пить. Воды. Да, где-то у меня была вода в бутылке. Вот, так легче. Ну что, стреляем. Надо же, промахнулся. Все-таки неудобно. Не стану тратить стрелы. Вернусь позднее, если останутся. Роман. Почему она всем недовольна? Роман шагал к своей первой мишени, не обращая внимания на окружающую его красоту, перешагивая через ветки, пригибаясь под кронами. И в отеле скучно, и для детей почти нет развлечений. И из соревнований ее единственную сняли. Почему моя жена хоть немного не похожа на Наталью? Такую красивую, ухоженную, сдержанную, с чувством юмора. А задница какая? Роман остановился. О, вот она. Надо же, совсем несложно стрелять. Интересно, все мишени так удачно расположены? Дмитрий. Ненавижу его. Как же я его ненавижу. Дмитрий продирался сквозь кусты, те царапали кожу. Ветки хрустели под ногами.
Нужно успокоиться, взять эти 20 тысяч, пусть они ему ночами снятся. Где эта чертова мишень? Максим. Почему так плохо? Может вернуться? Голова кружится. Максим оперся ладонью о ствол. Да, вот так. Постоять немного. Так, по карте здесь ручей недалеко. Нужно к нему. Попробую умыться и напиться воды. Роман. А как она перед этим Максимом? Смотреть тошно. Роман стукнул кулаком по стволу дерева, но затем продолжил путь. А не положить ли тебе шашлычков с грибочками? А коньяк подать? Сю-сю-сю. Передразнил он ее мысленно. А мужу законному, значит, не предлагаем. А он? Барин сидит себе весь из себя такой довольный. Тут тебе и Марта пытается внимание угасшее вернуть, и Людмила грибочки подкладывает, и Наталья глазками стреляет. Но в нем же нет ничего, только деньги эти его. А как по носу малыша, так сразу Роман крайне необходим. Роман остановился с картой в руке, переворачивая ее. Ручей, вот он, перед глазами есть, а на карте нет. И куда я пришел? Он огляделся, пытаясь найти ориентиры. Похоже, я умудрился пойти по маршруту Максима. Мне нужно южнее немного. Еще и время упустил. А все из-за этих чертовых женщин. Ладно. Разворачиваемся обратно. Нужно вернуться к первой мишени и от нее строго на восток. Где у нас, кстати, восток? Максим. Темнеет. Я почти не использовал стрелы. Первый раз оно такое. Может, коньяк паленый? Нужно вернуться. Бог с ними, с деньгами. Нужно добраться в домик и выпить угольное. Или что там в таких случаях пьют. Как же мутит, противно, запах этой тухлятины во рту и испарина на лбу. Похоже, температура. Только посижу немного. Да, вот так, посижу немного. Роман. Ну что, почти без промаха. Интересно, я много времени потерял. Пора возвращаться на маршрут. Темнеет. Похоже, пора поворачивать к поляне и подводить итоги. Дмитрий. Чем дольше я находился в лесу, тем сильнее зудела мысль. Он там сейчас один. Если найти его и выстрелить, то могут списать на несчастный случай. Правда, как объяснить, что, уйдя на юг, я случайно выстрелил на севере? Заблудился? Возможно. Или спрятать тело. Найти сразу не успеют. Если повезет, его звери съедят. Или не успеют съесть. Так незаметно для себя самого он вышел на маршрут Максима, медленно, но верно подбираясь к цели. Максим. Максим услышал хруст веток и из последних сил приготовил арбалет для выстрела. Правда, не уверен, что хватит сил нажать на спусковой крючок. Он сидел на мокрой после вчерашнего дождя земле, голова и спина прижаты к стволу дерева, мышцы плеч сводило от напряжения. Он ждал появления того, кто так стремительно ломал ветки, пробираясь в его сторону. Но вот показался мужчина, он узнал в нем Дмитрия и произнес: «А, это ты стал опускать арбалет?» Я... — ответил Дмитрий и поднял свое оружие, прицеливаясь в Максима.